Диксон, расположенный на самом краю Таймыра в Красноярском крае, самый северный российский поселок. Мало кто знает, что он носит имя шведского предпринимателя. Оскар Диксон, успешный купец и промышленник, активно финансировал арктические экспедиции второй половины 19 века. Диксон расположен за полярным кругом, примерно в 540 километрах от Норильска. Причем сейчас это не единое поселение, а скорее два мира, разделенных километровым проливом. Историческое ядро, островная часть, возникла вокруг полярной станции. Материковая часть начала активно строиться позже, в 1940-е и 50-е годы, для размещения военных и работников порта. Сегодня основная жизнь теплится на материке, а островная сторона с ее заброшенными зданиями пятиэтажек, школ и гостиниц стала скорее местом для туристов, любящих пейзажи в стиле застывшего времени. При этом 300 жителей поселка недавно обеспечили сотовой связью. Это стало сложной инженерной задачей. Волоконной оптики здесь нет, поэтому две новые базовые станции подключили по спутниковому каналу. Цена вопроса до сих пор публично не раскрывается. Представители оператора говорят лишь, что это было очень дорого. А сколько же будет стоить обеспечение не столь отдаленного поселения, расположенного на севере? Сегодня мы покажем, в какие суммы обойдется доставка продуктов, содержание дорог, работа медучреждений, школ и садиков. Вы увидите, какие суммы нужны для того, чтобы люди банально могли выжить, и насколько они отличаются от тех, которые придется потратить на комфортную жизнь со всеми удобствами. А досмотрев наш выпуск до конца, узнаете, в чем же ценность северных небольших поселков и зачем они вообще нужны. Поехали! Давайте для удобства расчета возьмем гипотетический, но абсолютно типичный поселок на Ямале. Условно назовем его «Полярный рассвет». В нем живет 1000 человек. Оленеводы, газовики-вахтовики, учителя, врачи, пенсионеры. Расположен наш условный поселок на севере полуострова. И в нем есть своя котельная, работающая на дизельном топливе, которое приходится доставлять. Конечно же, наш поселок – условная модель, а не реально существующее поселение. Так что мы берем некое среднее арифметическое. И стоит учитывать, что цены на разные товары могут сильно различаться в зависимости от региона. Здесь каждый киловатт-час, каждый килограмм картошки и каждый учебник имеет свою особую цену. Она зависит от географических особенностей. Главный закон Арктики – стоимость равна цене товара, помноженной на коэффициент доставки. А еще сюда же плюсуется цена тепла, необходимого, чтобы этот товар сохранить. Это сценарий физического выживания поселения как единого организма. Без излишеств, без развития. Проще говоря, какие суммы придется потратить, чтобы просто быть. Тепло и свет – самое первое и необходимое. Без этого поселение погибнет буквально за сутки. Так что поселковая котельная на мазуте или дизеле – сердце полярного рассвета. Исходим из текущих цен. Розничная стоимость тонны дизельного топлива составляет ориентировочно 90-105 тысяч рублей. На отопление и энергоснабжение для 1000 человек и поддержание инфраструктуры нужно минимум 8-10 тысяч тонн условного топлива в год, с учетом использования техники. Доставка по зимнику, работающему 3-4 месяца в году, или по реке в краткие периоды летней навигации, может удваивать цену самого топлива. Итого получаем, что цена выживания, с учетом логистики, равна приблизительно 300-400 миллионам рублей в год. Это базовая, незыблемая статья расходов. Без этих денег поселок превращается в ледяную мумию. Продуктовая корзина здесь – это не про разносолы. Это про калории и необходимый минимум. В этом случае основная ставка делается на завозные крупы, макароны, консервы, замороженные овощи, муку. Свежие фрукты и овощи превращаются в роскошь. Все грузы с большой земли идут тем же путем, что и топливо. Потеря зимника в этом случае часто равна угрозе голода. Стоимость минимальной продуктовой корзины на севере в 2-3 раза выше, чем в центральной России. На 1000 человек это еще около 150-200 миллионов рублей в год на завоз. С медучреждениями тоже не все слишком прекрасно.
Вероятнее всего, в нашем поселке стоит фельдшерско-акушерский пункт, а не больница. В нем есть базовые лекарства, а сотрудники могут оказать экстренную помощь, принять роды, снять острый приступ заболевания. Все остальное по медицинским показаниям на большой земле, куда пациента доставят санавиацией. Час полета вертолета Ми-8 по контрактам сильно варьируется. В отдельных закупках по контрактам встречались суммы в 120 тысяч рублей. А на коммерческом рынке за час придется заплатить 275-300 тысяч. Вылет из районного центра — минимум 2 часа по времени на путешествие туда-обратно. Плюс зависимость от погодных условий. Получается, всего один экстренный вызов будет стоить от $500 000 рублей. А еще вспомним про содержание ФАПа, запас стандартных медикаментов и контракт с санавиацией. А это еще около 50-70 миллионов рублей в год. И это при условии, что серьезных случаев заболеваний и травм не очень много. Добавим сюда содержание зимника и взлетно-посадочной площадки для вертолета, оплату регулярных рейсов для доставки почты, срочных грузов, специалистов. В итоге получим необходимый минимум в 600-750 миллионов рублей в год. Это та цена, которая необходима, чтобы 1000 человек просто физически продолжали находиться на этой точке карты. А школы, а детсады? При таком минимуме они на грани выживания. Здание школы есть, но оно стареет. Детсад переполнен. Оправдано ли существование всех этих социальных учреждений? С точки зрения экономики – нет. Дешевле вывести детей в интернаты в город. Но с точки зрения социологии – это приговор поселку. Нет школы – молодые семьи начнут уезжать спустя несколько лет. Нет детсада – уедут сразу после рождения ребенка. Их закрытие – это официальный старт процесса ликвидации населенного пункта. Чтобы поселок не просто выживал, а жил, нужны инвестиции в людей. Это дороже, но именно это создает устойчивые поселения с перспективой развития. Ключевой пункт – перевод котельной на местный газ, если рядом есть труба, или на современное, более эффективное топливо. Установка солнечных панелей, которые можно использовать в длинный полярный день, и ветрогенераторов, которые дадут возможность снизить зависимость от дорогой солярки. Так наш поселок перестает быть заложником цен на нефтепродукты. Дороги. Не просто зимники, а содержащаяся круглый год грунтовка с твердым покрытием на ключевых участках. А еще регулярные, а не эпизодические авиарейсы. Желательно, чтобы у жителей был специальный субсидированный билет. Это связь с миром, возможность улететь к врачу, поступить в институт, отправиться в отпуск, не чувствуя себя отрезанным от всего мира. Да, цена такого развития всего одного населенного пункта исчисляется сотнями миллионов, если не миллиардами, потраченными на инфраструктуру. Но это основа для экономики поселка и просто нормальной жизни местных жителей. Школа в таком населенном пункте не просто здание. Это современный цифровой класс с доступом в интернет, оснащенные лаборатории, теплый спортзал, возможно, бассейн. Детский сад яркий, теплый, с развивающими программами. Такие учреждения позволят работать обоим родителям. Медучреждение в таком случае не просто ФАП, а амбулатория с телемедицинским оборудованием и постоянным врачом-терапевтом, и возможностью проводить онлайн-диагностику с врачом из областного центра. Это резко снижает потребность в опасных и дорогих вылетах санавиации. Сложно назвать точную цифру, в которой обойдется строительство и содержание такого поселка. Это инвестиции в размере нескольких миллиардов рублей на начальную модернизацию, а еще постоянное увеличение ежегодных расходов на содержание качественной инфраструктуры и персонала на 30-50% к минимуму. Но эти деньги создают не просто поселок, они создают полноценное, устойчивое сообщество. Впрочем, настоящая стоимость нашего гипотетического полярного рассвета измеряется не только в рублях. Это в первую очередь вложение в поддержание суверенитета России в Арктике. Ведь люди — это лучший маркер территории. А еще это инвестиции в людей, территорию и будущее страны. Выбор между минимумом и развитием. Это в конечном счете выбор между тем, чтобы медленно похоронить русский север или дать ему шанс на новую жизнь.
Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. На прощание напишите в комментариях, считаете ли вы такие расходы на северные поселки чрезмерными? Или наоборот, на ваш взгляд, тратить на комфортную жизнь на севере нужно еще больше? А еще не забудьте подписаться на наш канал и активировать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Мы будем очень признательны вам за лайки под этим видео. А с вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!